Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. В этом видео мы с вами будем разговаривать касательно проблем Star Citizen. Точнее, проблем некоторого железа, когда вы запускаете на нем Star Citizen. А обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, все ссылочки в описании под видео. А вот теперь поехали. И да, я специально хожу по Лорвелю, потому что тут довольно большая нагрузка, много зданий, много построек, облака, бла-бла-бла. И у меня довольно, можно сказать, плавный фреймрейт по сравнению с тем, что было у меня до этого. Если что, друзья, у меня 13700KF. И проблема, о которой я буду говорить в этом видосе, это у нас процессоры Intel 12 и 13 поколения и их энергоэффективные ядра, которые реально мешают. Но не потому, что они плохие, а потому, что эта игра не умеет с ними нормально работать. Давайте-ка разбираться, в чем, собственно, проблема. Я думал, что это проблема серверов, то, что из-за высокой нагрузки падает FPS, все остальное, но оказалось что нет, отключение этих ядер действительно мне помогло, и вот так плавно у меня не было. Был просто кошмар. Наверное, у вас так же. А может быть, вам повезло, и у вас такого нету. Но в любом случае, давайте-ка кое-что обговорим. Перед вами сейчас будет скрин, где показана нагрузка на энергоэффективные ядра и производительные ядра во время того, как запущен Star Citizen. И как видите, нагрузка распространена нормально, то есть основные ядра загружены полностью, а маленькие на подхвате. Но фреймрейт ужасный, статоры ужасные, все очень плохо. Игра не может с ними правильно работать. А не то, что, как говорили люди, нагрузка падает только исключительно на эти ядра, а производительный в простое нет, не так. Но давайте вначале я все приведу к тому виду, который у меня был до того, как я решил эту проблему. Сейчас я включу энергоэффективные ядра, отключу куда-нибудь подальше и посмотрим, как у нас это дело будет происходить, скажем, на какую-нибудь космическую станцию. Чтобы разница была заметна, и чтобы не было то, что вот тут планета и как-то влияет на производительность. По графону у нас следующая ситуация. Вертикальная синхронизация выключена. 2К, высокие настройки, без облаков. Нахожусь на космической станции. Ну, 100 кадров есть, это уже хорошо. Но могут быть очень сильные проблемы. Ну вот, уже пошли дерганья, причем такие не слабые, как вы можете заметить. И начинается просто кромешное веселье. Как вам такое, ребят? Довольно неплохо, не правда ли? И это вот те самые энергоэффективные ядра. Здрасте. Как ваше ничего? У меня FPS маленький. Современное железо. Представьте, как у людей горит Пепа, у которых 13900K, скажем, там 3080, 3090, а может и 4090. 11 кадров, 13 кадров, 7 кадров. Это мы еще, блин, находимся на космической станции, а не на планете. А теперь давайте покажу, что у нас будет, если я их просто-напросто отключу. И да, вот вам, пожалуйста, отображение их работы. Загружено. Загружено просто под завязку. И переключаемся снова на Star Citizen. И все то же самое. Идем в BIOS. Сразу говорю, у вас BIOS может выглядеть совершенно по-другому. Нам нужно зайти в глубокие настройки нашего процессора. В моем случае на материнской плате MSI Z790 Pro Wi-Fi, если не ошибаюсь, в плане названия, выглядит таким образом. Overclock. Дальше мы идем в Advanced CPU Configuration и нажимаем вот сюда. Pair eCore Control. Enable and Dis All eCore. Отключаем все энергоэффективные ядра, перезапускаемся и идем в игру. Сверяемся с настройками.
Все то же самое. Побегаем, как бегали в этом коридоре. Если что, FPS, энергопотребление видеокарты и прочие нужные данные находятся справа. И все, блин, работает. Я так понимаю, таких проблем на процессорах AMD нету. Да, блин, такого кошмара не было даже на моем Ryzen 2700, который сейчас находится у меня в стрим ПК. Я не знаю, как это даже назвать. Процессоры 13 и 12 поколений вышли вроде как уже давненько. Но нет, просто нет. Нужно отключать энергоэффективные ядра. Иначе будут страшнейшие проблемы. Были стримы, я плевался на эту игру, думая в то, что, ну, быть такого не может, бла-бла-бла. В итоге пришлось отключать. Зато теперь все хорошо работает. Если у вас была такая проблема, и я помог вам ее решить, я очень счастлив. Потому что, ну, это не играбельный капец. И такое происходит не везде. Такие лаги могут быть просто рандомно в любом месте. Сейчас нет. Сейчас все прекрасно. Сегодня поиграл, вчера поиграл, недавно на стримах играл, да и сейчас, собственно, записываю видео. Так что как-то так. Когда это будет исправлено, я даже не знаю. Но, скорее всего, будет исправлено. Потому что следующее поколение процессоров Intel тоже будет с энергоэффективными ядрами. Вот так вот. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети и помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. Надеюсь. До встречки. И да, прощайте этой игре многое. Это как-никак альфа-версия. На всякий случай, когда вы увидите в диспетчере задач то, что у вас стало меньше ядер, не бойтесь, вы их сами отключили.